чтоб вам всем провалиться», – искренне пожелал Денис, выбравшись на улицу. Натянул капюшон желтой форменной куртки, поправил короб, глянул назад на витринное окно. Там, в глубине уютного зала, продавщицы распаковывали пакет с доставленным заказом. Девчонки сперва указали в заявке неправильный номер дома. Не то, чтоб совсем далеко, но можно и отказаться от заказа. Сперва Денис так и хотел сделать, пусть переоформляют, но ему намекнули на чаевые, и он повелся, а надо было сразу спросить, дадут, не дадут, если дадут, то сколько. В итоге девушки только улыбнулись и помахали ручкой, а он и ушел. «Эх, мама, зачем ты воспитывала меня хорошим человеком?» Денис отправился на следующий адрес, перепрыгивая лужи под мелкой моросью, а когда добрался до 14-этажной свечки, вместе с ним подошел и ливень, в небе сверкало и грохотало, резко потемнело. Лифт в подъезде не работал, а нужная квартира, конечно же, оказалась на самом верхнем этаже. Почему конечно? Потому что бывают дни, как сегодня, когда тотально не везет. На 6-м он выдохся и остановился у перил, глядя в окно. Вода стекала по стеклу сплошной стеной, но вдруг поток повернул вверх, как-то странно виляя. Тут же это прекратилось, и на миг стекло очистилось, он ясно увидел двор и крыши соседних 5-этажек, а затем снова потекли дождевые потоки, как и положено, сверху вниз. Показалось, наверное. Чаевых опять не дали, хоть он и тряс мокрой курткой и произнес жалобно, что лифт сломан. Женщина улыбнулась, забрала заказ и закрыла дверь. Денис побрел вниз. Так, что дальше? Брать еще заказ? Он остановился на площадке 8-го этажа, глянул на ливень за окном, размышляя, что делать дальше, как вдруг за спиной раздался жуткий скрип, из-за которого он чуть не подпрыгнул. «Вот ведь же!» – выдохнул он, увидев, что это всего лишь старик в инвалидной коляске. «Простите, что напугал, молодой человек?» – дружелюбно сказал старик. «Или вы не меня испугались?» «Этого скрипа». Денис махнул рукой на коляску, как будто собаку режут. Старик добродушно рассмеялся, цепким взглядом вмиг окинул его с головы до ног. «Дочка все обещает смазать колеса, да все никак руки не доходят». «Бывает», – сказал Денис и снова повернулся к окну. «Не хотите чая?» Раздалось за спиной, и он удивленно спросил. «Вы мне?» «Конечно. Кроме вас тут никого и нет». «Но...» растерялся Денис. «Там ливень, а вы промокли. Куда вы в такую погоду? Идемте лучше пить чай». С этими словами старик развернулся и с диким скрипом покатил кресло назад. Морщась от этого звука, Денис последовал за ним. Уже в прихожей, разглядывая одинокий стариковский быт, спросил: «А вы не боитесь вот так вот гостей звать? Вы же меня совсем не знаете». Старик проговорил, направляясь в сторону кухни. «Вы садитесь в зале, я сейчас». Денис прошел в комнату, мельком огляделся. Телевизор, шкаф, старинная стенка, на полу пыльный ковер. Подумав, он сел на диван, короб с заказом поставил рядом. Вскоре, скрипя колесами, приехал старик. «Помоги». Денис перехватил поднос, который тот удерживал одной рукой, опустил на столик. «Ты наливай, наливай. Мне наливай и себе тоже. Чаек хороший. А по поводу того, что ты сказал, так я из того времени, когда двери вообще не запирались. Сейчас в такое поверить трудно, а у нас было так». Денис молча поставил ближе к старику одну из чашек, другую взял себе, с наслаждением грея руки о горячие края. «Ну, как тебе работа?» Старик кивнул на желтый короб, притулившийся у кресла. «Пойдет временно», – пробормотал Денис. «А вы инвалид? Неходячий?» «Увы, да и снова да. И никогда не буду ходячим. В этом причина всех моих бед и страхов». «Фигово», – буркнул Денис, не зная, что еще сказать. Несколько минут они помолчали, затем старик начал угощать его конфетами и орешками. Денис из вежливости взял чуть-чуть орехов, конфетку, чтоб не обидеть. Снова замолчали. Дождь барабанил по окнам, нагоняя сон. Денис зевнул, мотнул головой, отгоняя дремоту, и вдруг заметил, как старик вздрогнул и дернулся в своем кресле.
Что с вами? Вам плохо?» «Нет-нет», — напряженно глядя в окно, произнес тот. «Мне очень даже хорошо от того, что ты тут. Спасибо, что согласился зайти. От всей моей неюной души». «Вас будто что-то испугало», — произнес Денис. Так и есть, молодой человек». Теперь старик поставил чашку на столик и резко развернул кресло, оглядываясь назад. Денис поморщился от резкого скрипа. «Так, у вас есть машинное масло или ВДшка?» «Что? Масло есть, конечно». Он снова развернулся, теперь уже вглядываясь в сторону прихожей, а Денис едва победил желание заткнуть уши и встал. «Давайте сюда свое масло. Я смажу колеса, невозможно же», — сказал он. Старик мгновение молчал, потом будто очнулся. «О, спасибо вам, спасибо, я сейчас. Масло в спальне, сейчас». Он покатил к закрытой двери возле книжного шкафа. Денис мельком увидел тонущую в темноте комнату, край кровати. На стене висели ряды белых листков. Не слишком высоко, ясно, старик вешал сам. Денис подошел ближе, вытянул шею, вглядываясь в листки. Их было много, около 100. Некоторые соединены друг с другом ниткой. Старик, склонившись над ящиком, что-то искал там. Покосившись на него, Денис сделал еще шаг, теперь стало видно. Таинственное убийство. В квартире были заперты окна и двери. Семья из 3 человек бесследно исчезла. Фонд СЦП – источник угрозы или спасения. Гласили газетные вырезки. Было еще много листков, исписанных обычной ручкой. Что было на них, Денис не сумел разглядеть слишком далеко. «Вот масло», — совсем рядом произнес старик, и Денис вздрогнул. «Меня, кстати, Егором Петровичем зовут». «Что это у вас на стене?» — спросил Денис, когда они вернулись из спальни в зал, ссадил старика с инвалидного кресла на диван и занялся скрипящим механизмом. Это мне пришлось собирать по крупицам, искать ниточки в разных газетах, журналах. Страшная история». «Любите такое?» «Ненавижу», – пробормотал старик таким голосом, что Денис поднял голову от своей работы и уставился на него. «Только бы пережить дождь. Только бы поскорее он кончился. Какое дождливое лето. А оно...» – простонал он последние 2 слова. «Подбирается». «Кто?» Денису и самому стало не по себе. Может быть, от мрака стариковской квартиры или его безумного вида? «Я не знаю только, что это прозрачная тварь. Откуда она взялась? Проклятый фонд ставит эксперименты. Или оно не из фонда?» Стряхнув с себя дурное чувство, Денис произнес, как мама, когда он видел кошмары в детстве. «Все будет хорошо». Конечно будет. Если я не засну в дождь, если дождь придет вовремя, если...» Он махнул рукой. Поставив коляску на колеса, Денис подкатил ее к старику. «Давайте-ка руку». А когда тот ухватился за его предплечье своей сухенькой рукой, похожей на птичью лапку с костями, обтянутыми кожей, Денис поднял его, и тут вдруг старик вцепился другой рукой ему в плечо и заговорил тихо и жалобно. «Убей меня, сделай доброе дело, лишь бы только не так, не оно. Страшно мне, страшно, спаси меня, ты мальчик добрый. Прошу, умоляю, не оставь в беде, я тебе отдам, что скажешь, и...» Тут старик заплакал, зарыдал отчаянно, из последних сил цепляясь за плечо Дениса. Его старческое худое тело дрожало, как в лихорадке. Он был легкий, будто ребенок, и Денис растерянно замер, не зная, что делать. Вызвать скорую? Уложить в постель? Просто дать воды? «Так, что тут происходит?» Раздался раздраженный женский голос, и старик, всхлипнув, замолчал, а Денис увидел поверх его плеча женщину лет за 50, замотанную, уставшую. Он посадил старика в кресло. «Дочка пришла. Спасибо, родная», — проговорил старик. «Вы кто такой?» Не ответив отцу, проговорила она. Денис быстро поднял короб, накинул на плечо куртку. «Я сам его пригласил, сам. Это хороший мальчик.
Простите». Последнее слово было сказано Денису. «Я вашему отцу смазал колеса», – проговорил Денис. «А теперь ухожу». «Вот и идите», – отрезала женщина. «Мальчик, послушай меня». Старик подкатил к нему, схватил за руку. «Ты берегись их, они приходят в дождь, только в дождь». «Ну хватит!» – резко крикнула женщина. «Да когда это кончится?» «Я прав, мальчик, я прав. Оно существует», – грустно добавил старик. «Довольно!» Теперь женщина схватила кресло за спинку и тряхнула. «Сколько раз говорить с тобой? Хватит! Я тебя отвезу в больницу, обещаю, сил моих нет!» Денис опрометью бросился к выходу, конец их разговора отрезала дверь, будто из-под воды вынырнул. Он глубоко вздохнул и достал телефон. Не упали новые заказы. Мельком глянул на окно, как там дождь, не собирается кончаться. По стеклу поперек метнулся плотный поток воды и исчез. 2 дня подряд светило солнце, и Денис бегал по заказам, предвкушая, как наберет денег на новую видеокарту. Ну ладно, не самую новую, но чуть лучше, чем есть. А в пятницу вечером нахмурилось небо, прогноз пообещал на выходные грозы и проливные дожди, и в субботу утром дождь и правда полил. Упал новый заказ в ту самую свечку, и Денис вдруг вспомнил старика. Мелькнуло чувство жалости. Как ни крути, старик был не чокнутый, просто одинокий. От этой квартирки у кого хочешь поедет крыша. Подойдя к зданию, Денис подумал, что можно бы зайти на минутку. Принести пачку печенья рад будет, тем более старику так хреново в дождь. Он зашел в магазинчик на углу, выбрал недорогой гостиниц, а у подъезда, будто споткнулся, под козырьком стоял простой деревянный крест с табличкой «Акименко Егор Петрович». Дата рождения и дата смерти 3 дня назад, то есть день, когда они и увиделись. Может, он спутал имя? Может, в доме жил еще один Егор Петрович? Двойные двери подъезда были распахнуты, и Денис из-за дождя не заметил, что между ними, на стульях в полумраке подъезда, сидят бабульки, прячутся от дождя. «Сынок, что это с тобой? Ты его знал, что ли, Егора?» Все 3 старушки впились в него взглядами. Денис кивнул. «Ага, я ему заказы доставлял. А что с ним случилось?» «Страшное дело, сынок». Потому как подобрались старушки, он понял, дело действительно необычное. «Егор ведь никуда не выходил целые дни. Инвалид, в доме заперт. А до того он был, ого, какой шустрый, дня не сидел. А тут только мог что по коридору кататься, да пугать народ скрипучей своей колымагой. И тут вдруг раз, убили его». «Ты не так рассказываешь, Михайловна», – встряла вторая. «Ты, главное, не сказала, как убили. А убили его в квартире, замкнутой наглухо. Двери да окошки замкнуты на замки, так ведь добрались до старика. А потом дочка его пришла, Татьяна, и как уж кричала», – перебила ее третья. «От страха кричала, что отца своего растерзанного нашла. Уж как его растерзали, уж как разорвали, кровь по соседям потекла, на потолке пятно, а кто будет-то пятно чистить или белить?» «Вот-вот, именно то, что уж некому и теперь. Выходит, что пятно...» Снова подхватила первая, и Денис ее перебил, потому что разговор пошел совсем не туда. «А кто же его убил?» «А кто ж знает?» Все 3 синхронно пожали плечами. «Говорят тебе, а ты не слушаешь. Квартира замкнута была». Когда Егор подошел к лифту, за спиной раздавались голоса. «Молодежь нынче нервная какая. И худой, кожа до кости. А глаза у него видали, как горят? Наркоман, наверное. Они в таких сумящих наркотики носят. Я по телевизору слышала». Денис нажал кнопку 8-го этажа, потом захотел отменить, ведь если старика убили в тот же вечер, когда они познакомились, могут подумать и на него. Лучше держаться подальше. Потом он махнул рукой, так и так могут подумать, дочка его видела, а полиции найти курьера, принесшего заказ, будет совсем несложно. Он вышел на площадку, остановился у стариковской двери, поднял руку и постучал. Сначала было тихо, а потом внутри раздался грохот, и Денис забарабанил сильнее и дернул ручку. Дверь вдруг распахнулась, и в коридоре прямо перед ним
возникла та самая Татьяна, дочь старика. «Здравствуйте», – проговорил он. «Опять ты?» Она попятилась. «Подождите», – поднял обе руки Денис. «Не бойтесь меня, я не трогал вашего отца». «Знаю», – вдруг холодно ответила она и сложила на груди руки. «Так чего пришел?» Денис пожал плечами. «Сейчас нес заказ в 42-ю и увидел крест. Вот, решил зайти. Ваш папа был такой хороший. Он меня к себе позвал и чаю налил, пожалел, что я промок. И он был такой, не знаю. Я сегодня сюда нес заказ и решил его проведать. Купил ему...» Он зачем-то достал пачку печенья. «Вот. И он ведь боялся дождей, поэтому я и решил зайти». Татьяна заплакала и, развернувшись, направилась в зал. Подумав, Денис шагнул следом. Женщина всхлипывала, вздрагивая всем телом, когда Денис бросил короб и принес ей из кухни воды. «Выпейте. Что уж теперь? Он же был старый и...» «Да не о том я, что умер», — она взмахнула руками, «а о том как. Как?» «И как же?» — мрачно спросил Денис. «Я не знаю, не понимаю, кто и как забрался, главное, как ушел. Никаких следов, ничего, только тело. Его растерзали прямо в спальне, там все в крови, все, не знаю, не понимаю, что за маньяк это сделал». «А полиция что говорит?» «Да не знают они тоже, нет следов. Крутились тут весь день, потом уехали». «Может, они нашли след, да вам не сказали?» «Ой, я тут с ними сидела, нашли они только дыру под подоконником в кухне, а больше ничего». «Ну, так значит, через эту дыру...» Обрадовался хоть какой-то ясности Денис, но его перебили. «Идем, я покажу». Татьяна встала и прошла мимо, задев плечом по дороге, у окна присела и поманила его. «Ну, гляди, кто тут мог пролезть?» Денис опустился на корточки рядом с ней. 1 секунды хватило, чтобы понять, в это отверстие едва ли можно было просунуть руку, но целого убийцу нет. «Может, змея, как в пестрой ленте Конан Дойла?» – предположил он, и Татьяна, вытерев слезы, с минуту на него смотрела со смесью презрения и недоумения, потом фыркнула. «Ясно, чем-то отцу так понравился. Тоже любишь придумывать. Он в тот день только про тебя и говорил. Да, змея. И змея его растерзала, аж кости переломала и руку оторвала, а потом скрылась. Конечно, так и было. Ты его сказки слушал, что ли?» «Какие сказки?» «Нет, он не рассказывал». Денис осекся, вспомнив о словах старика. Мороз прошел по коже. «Но ведь кто-то же его...» «Знаешь что?» Татьяна встала на ноги. «Иди-ка ты куда шел, мне некогда». «Извините», – проговорил он. Татьяна шла следом, снова сверля его спину злым взглядом. Он так и чувствовал резь между лопаток. В прихожей вдруг заметил пачку листков с оборванными краями, семья из 3 человек. Это же те самые листовки, что висели у старика на стене. Он остановился, и Татьяна врезалась в него. «Еще только один вопрос. А вы полицейским эти листки показывали?» Она фыркнула. «Они и сами увидели без меня. Листки же на стене висели». «И что они сказали по поводу них?» Татьяна обошла его и подбоченясь спросила. «А сам, как думаешь, что у отца старческое слабоумие было, деменция, вот что?» «Но...» – возразил он. «Тут ведь вырезки и...» «Из желтой прессы, из газеток, где вот такое и на другой странице про то, как нами управляют с планеты Нибуру». «Нибиру», – машинально поправил он. «Да плевать, знаешь что, забери-ка их и выкинь в мусор, и иди». Он протянул руку и быстро схватил листки, пока она не передумала. Сунул под куртку, еще раз неловко пробормотал слова сочувствия и ушел. В лифте Денис наскоро пересмотрел записи. Егор Петрович был педантом. Каждый листок пронумерован. Удобно. Нужно разложить, спокойно рассмотреть. Он решил вызвать такси и просмотреть листки в дороге, но забыл про старушек. Они все так же сидели на своих стульях. Не останавливаясь, Денис прошел мимо, надел капюшон и убрал листки за пазуху. Денис расположился на сиденье автобуса. Днем, да еще в дождь, народу почти не было. Он расположил короб рядом с собой, скинул в приложение информацию, что завершает работу, и достал листки.
Некоторое время ушло на то, чтобы найти номер 1. Вчера сидел у окна, смотрел на дождь, снова заметил прозрачную тень, это уже в 3-й раз. Прозрачное течение по стеклу, как это вообще назвать? Оно появляется во время дождя, как обратный поток, потом исчезает. Думаю, что это галлюцинации или проблемы со зрением. Номер 2. Теперь уверен, что это не галлюцинации. Прозрачное появилось снова, я успел немного рассмотреть, комок прозрачной слизи, показалось, ищет лазейку в окне, я сидел в кухне неподвижно, ждал чайник. В зале работал телевизор, прозрачно проползло по стеклу, тыкаясь в края, будто хотело открыть. Я испытал чувство ужаса, жуткого ужаса, даже мурашки пошли по телу, шевельнулся, и оно убежало. Оно тоже заметило меня. Скептично хмыкнув, Денис нашел 3-й лист. Несколько ночей не спал после того, как заметил прозрачное снова. Оно явно хочет пробраться в квартиру. Чувствую себя в опасности. Не понимаю, что делать. Номер 4. Соседка из 28-й квартиры жалуется, что ее ребенок 5 лет плакал и просила закрыть окно. Девочка испугалась огромного слизняка, который хотел забраться внутрь. Впрочем, соседка сама не видела и не знает, что за слизняк напугал девочку. А если тот? Волосы дыбом. Номер 5. Рассказал дочери. Напрасно. У Танечки сложный период. Она рассердилась, обещала отправить меня к доктору. Номер 6. Ночью ребенок соседей из 28-й квартиры страшно кричал. Я вскочил испуганный, слышал стук окон, будто бы стекло разбилось. Кричала соседка. Утром слышал, как она жаловалась, что внучке приснился кошмар. Ей снился прозрачный слизняк, который лезет в комнату. Примечание. Окно у них было открыто на проветривание. Номер 7. Заметил, что прозрачное появление только во время дождя, а лето дождливое. Боюсь открывать окно. Вдруг ночью начнется дождь, Танечка ругается, что дома очень душно. Номер 8. Вроде прошло. Прозрачное не появлялось 2 дождя. Наверное, мне мерещилось. Номер 9. Трясусь с головы до ног. Танечка вывезла меня на прогулку и оставила у подъезда, сама поднялась наверх, чтобы убраться. У подъезда полиция рылась в мусоре. Говорят, там, куда дворник ставит контейнер для мусора, крысы сожрали бомжа, обглодали всего, на теле следы зубов. Примерно выходит, что случилось 3 дня назад, за 2 дождя. Я зря ищу связь. Номер 10. Снова видел прозрачное на стекле во время дождя. Оно искало вход, потом ушло. Номер 11. В квартире 28 горя. Пропала девочка, внучка хозяйки, которая видела на стекле слизняка. Ночью окно было открыто, девочку ищут всюду, я плачу, ее не найдут. Номер 12. 2 дождя спустя прозрачное снова появилось на стекле. Выходит, ему нужно около 3-5 дней, чтобы проголодаться. Господи, помоги мне. Номер 13. Исчезла Нина, старуха из соседнего дома. Вечером легла спать, утром ее уже не было. Номер 14. Отставить панику. Я человек разумный, пусть и без ног, но разум-то остался, нужно использовать его. Итак, начинаю поиски. Буду просить у Тани книги, газеты, журналы. Были б ноги, я бы раскрыл загадку в 2 счета. А теперь будет чуть сложнее, но ничего. Начну с того, что известно. Прозрачное появляется только во время дождя, после убийства, а я думаю, это оно убило бомжа и соседку, оно ложится в спячку. Нападает на беспомощных, слабых детей и стариков. Очень осторожно. В первую очередь хочу поискать редкие или экзотические виды животных. Думаю, кто-то привез существо откуда-то с юга, но нет, это чушь. Дело в том, что я не знаю, что и думать. Денис поднял голову и глянул в окно. Ему все больше и больше не нравилось это. Все изложено на листках выглядело слишком здраво. Да, как страшный рассказ, но написанный здравомыслящим человеком. Он набил в телефоне «деменция» и нахмурился еще больше. Судя по ссылкам, деменция предполагала потерю связи с реальностью, недоверие и подозрительность, часто агрессию, потерю либо ухудшение памяти, изменение личности. Все это вовсе не подходило к бодрому Егору Петровичу.
Депрессия и страх, да, но все остальное. Медленно он набрал номер приятеля Никиты, тот ответил мгновенно. «Здорово, чё, как?» «Нормально. Работаю. Слушай, ты живешь в 8-м доме напротив свечки, да?» «Не, там бабуля моя живет, а что?» «Да что там за чертовщина? Ношу заказы, каждый раз страшные слухи». Никита тут же его перебил. «Это ты про бомжа, которого крысы сожрали?» «Про него. Правда, что ли?» «Жуть, да? Правда. Был бомж, мирный такой, днем на рынке помогал, ночевал, где мусорка стояла. Там у него матрас был. Он чистоплотный был, а потом оттуда завоняло, и дворник залез, а там, говорят, прям до костей, мелкими зубами, ноги, руки». «А почему он не сопротивлялся? Мог бы скинуть, убежать». «Да он пьяный был, наверное», – с сомнением сказал Никита. «Я хз, короче». «А девочка тоже пропала? 5 лет, в том же подъезде». «Да? Ну, нифига себе», – проговорил Никита. «Капец, не знал. Дела тут у нас, конечно. В нашем доме, где моя бабка, тоже бабка пропала. Вышла к подъезду посидеть, сидела под крышей, от дождя пряталась, а потом сын вышел, а ее нет, только стул и кровь на нем». «Потом нашли?» «Кого, бабку? Ня». «Ладно», – буркнул Денис. «Давай». «Ты заходи как-нибудь», – успел проговорить Никита. Он снова вытащил сложенные листки, разгладил их рукой со вздохом. Взглянул в окно. Там все так же лил дождь. Наугад он вынул листок, прочел. Номер 45. Фонд ищет и обезвреживает существ, явления и предметы, чьи свойства необъяснимы с точки зрения обычной науки. Однако они не уничтожают объекты, а занимаются изучением. Что если прозрачное – один из их объектов? Сбежавший или еще не пойманный? Как найти контакты? Еще было такое. Номер 67. Думаю, один из отделов фонда должен находиться где-то рядом с городом. Кажется, я понимаю, где это место. Это в районе Клинцов, где был раньше завод и институт, и лаборатория, а теперь все забросили. Мне туда не добраться. Нужно просить Таню, чтобы нашла их контакты или контакты тех, кто там охраняет территорию. Таня не захочет помогать. Таня сердится и считает, что я спятил. Среди листов попадались газетные вырезки, некоторые листки имели следы мелких капель, слезы. На последних почерк стал рваным. Старик постепенно впадал в отчаяние. Не зря же он колесил по площадке и звал незнакомцев в гости. А его последняя просьба – бррр, как же он был испуган. Нужно попробовать найти тот завод в Клинцах. В самом деле, вдруг хоть половина правда, а эта прозрачная тварь – какой-то эксперимент. К тому же прозрачный поток, поднимающийся по окнам в той свечке, он видел. И… Резкий крик разорвал тишину салона. «Что за дрянь? Что за дрянь?» – орал водитель, тыча пальцем в стекло и махал рукой, будто хотел стряхнуть ее изнутри. Оно и правда было на стекле, только с той стороны. Прозрачное, длинное, извиваясь, оно метнулось наверх и скрылось на крыше. Шум дождя усилился. Теперь дождь будто танцевал на крыше автобуса, и Денис понял, шум дождя был прикрытием для прозрачного. Оно научилось имитировать звуки падающих капель, пробираясь, и тут же раздался треск. Автобус закрутило, вынесло навстречку, затем резкий звук, удар, и дальше он уже ничего не помнил. Денис очнулся и увидел над собой белый потолок, сморщился слишком ярко. Тут же кто-то рядом сказал: «Денька, слышь, это я». Он повернул голову на бок, от легкого движения все закрутилось, и он не сразу узнал двоюродную сестру Инну. Она улыбнулась и махнула рукой. «Как ты? Пить хочешь?» «Да. А что случилось?» «Ты попал в аварию, Денечка. Водитель не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, а там КамАЗ и вот». «Что со мной?» Еле слышно выдавил он, и Инна тут же поднесла стакан. Прохладная вода намочила язык, губы. Он сделал глотательное движение, но Инна вылила ему в горло только одну ложку и тут же убрала воду. «Нет, нельзя много, ты после наркоза». «Я в каком состоянии?» «Сломал ногу, кость вдребезги, собрали по кускам, но говорят, ходить будешь, так что все хорошо». Потом он снова куда-то уплыл,
А когда вынырнул, опять увидел Инну. Она тихонечко дергала его за плечо. «Ты как, Денечка, спишь?» «Ничего. Тут к тебе пришли из полиции. Я скажу, что ты не можешь сейчас, да?» Он хотел кивнуть, когда она добавила. «Там такой молодой полицейский и весь промок. Снова дождь так и льет. Мне показалось, вода по стеклу наверх потекла». Она усмехнулась, а Денис хрипло кивнул. «Зови». «Полицейского? Ну, Денька, ты...» «Зови», — выдавил он, и с сомнением покачав головой, она кивнула. «Ну, смотри». Следователь и правда был очень молодой и очень мокрый, на серой форме темные подтеки. Он сперва окинул палату цепким взглядом, а затем поздоровался и сказал: «Не буду вас утомлять, у меня всего несколько вопросов. Водитель не вел себя как-то странно? Может, был пьян или уснул? Или плохо стало, вы что-то заметили?» «Да», – прохрипел он, и Инна подала ему стакан воды, только чтоб смочить горло. «Заметил. На стекле было что-то прозрачное, длинное, как змея. Водитель увидел, и все остальные видели. Он хотел стряхнуть его со стекла. Из-за этого все случилось». «Стряхнуть? Что стряхнуть?» «Прозрачное». «Стекло прозрачное, что ли?» Денис с досады махнул рукой. «Нет, я же говорю, мы видели на стекле прозрачное тело, как змея. Неприятное на вид. Спросите у других пассажиров». «Не вариант». Криво усмехнулся полицейский, будто пошутил, а Инга сделала большие глаза. «Профессиональный юмор, простите». Тут же посерьезнел полицейский, а Денис спросил: «Почему нельзя спросить у других?» «Теперь», — ответила Инна. «Так ведь никого не осталось. Авария была страшная. Ты в конце салона сидел, а первые ряды...» «Это все эта тварь!» — выкрикнул Денис. Истерично стукнул по постели кулаком. «Все она я видел не один раз. И до этого видел, только не понимал, что это. А в соседних домах пропадали люди и бомж. Его сожрали крысы». Полицейские с Инной переглянулись. «Последствия наркоза?» – спросил он. «Я же говорила вам, что рано. Его только прооперировали». «Да посмотрите у меня в кармане!» – выкрикнул Денис. «Там есть все». «А что там?» – поинтересовался полицейский. «Там вещи личные», – отметила Инна. «Листки какие-то, телефон, зарядка». «Вот эти листки. Посмотрите их». Взмахнул Денис рукой, и она пожала плечами. «Ладно». Инна достала пакет из тумбочки, протянула полицейскому, а затем сделала шажок и из-за его плеча уткнулась взглядом. Некоторое время Денис ждал, но они все листали и повторяли «мда». Наконец полицейский отодвинул от себя страницы и многозначительно поднял брови. Инна вздохнула и поспешно убрала листки. «Там есть номера», – воскликнул Денис. «На листках номера. Нужно читать по порядку, иначе непонятно». «Да нет, я все понял, молодой человек», – сказал полицейский и встал. «Что вы думаете?» «Материал интересный, будем разбираться. Вам всего хорошего, поправляйтесь». «Нет, вы же не поверили. Вы даже не взяли листки», – крикнул он и хрипло закашлялся. «Не волнуйтесь», – сочувственно сказал полицейский. «У меня в очках встроенный фотоаппарат, как у шпионов. Нам теперь такое выдают. Я все сфоткал и буду искать, а вы поправляйтесь». Он ушел, и Инна тоже выскользнула следом, ей будто бы было неловко смотреть на него. С трудом Денис поднял голову и огляделся. В палате кроме него никого нет, только дед спит, утонув в одеяле. Нога тут же отозвалась болью, и он рухнул назад, с ужасом глядя на оконное стекло. С той стороны снова лили дождь. Все сложилось перед ним. Видимо, тварь разумна. Не просто так же она пошла за ним. Она обладает прозрачным телом, шаги прячет в шуме дождя, нападает только на стариков и детей и беззащитных, как он сейчас. Тварь осторожна, ей важно быть незаметной, в то же время достаточно умна, чтобы понять, он ее обнаружил и может разоблачить. Денис вскрикнул от ужаса. Край стекла помутнел. Показалось? Нет. Оно появилось снова, будто заглянуло и опять пропало. Оно выжидает. Дрожа от ужаса, он вытер лицо. Она придет, когда он уснет, когда исчезнут свидетели, и он окажется один в
темноте, спящий, беспомощный. Вот тогда оно проникнет внутрь, маскируясь в шуме дождя, и... Денис крикнул громко во все горло. «Инна! Инна! Инна!» «Что? Денька, что такое? Плохо? Болит?» Он вцепился пальцами в ее запястье, сквозь судорожный кашель выдавил. «Инна, Инга, прошу тебя, не уходи на ночь. Побудь тут, пожалуйста, я умоляю». «Денчик, ты чего?» Морщась от боли, она выдирала руку. «Ты чего? Это из-за наркоза, Денечка. У тебя голова мутится. Все пройдет, все будет хорошо, слышишь?» «Ты останешься, Инна?» «Денечек, ну ты же знаешь, у меня Максимка, сыночек. Он сейчас с мамой моей. Он же маленький, ну как я его на ночь оставлю? А утром твои родители приедут, они уже в дороге, утром будут. Дениска, ты уж успокойся, ладненько? Ты мой хороший братишечка. Сейчас тебе укольчик сделают, ты уснешь, а утром мамочка уже тут будет». Она сюсюкала с ним, как с ребенком, приторно-сладким тоном. В то же время он понимал, уговорить не удастся, она уйдет очень скоро, и он останется один, вернее, с дедом, которого даже его крики не разбудили. Он беспокойно глянул на окно, потом завертел головой, рядом что-то лязгнуло, оказывается, медсестра вошла, вкатила столик с препаратами и набирает что-то в шприц. «Что это?» – помертвевшими губами спросил он. «Это обезболивающее, Дениска», – сказала Инна. «Я попросила тебе укол сделать, чтобы ты уснул поскорее, и все поскорее прошло. Ты у нас молодец и...» «Нет!» – крикнул он и задергался. «Нет, не надо обезбола, я не хочу!» «Ты что так разволновался?» – улыбнулась медсестра. «Все нормально. Сейчас все пройдет, сейчас». Он не успел ничего сделать, как холодная игла ткнулась в плечо, миг, и медсестра прижала спиртовую ватку. «Держите, сейчас он уснет». Инна проговорила. «Спасибо вам. А то он вдруг так разволновался. Это все полицейский, из-за него. Разве можно опрашивать в таком состоянии?» Потом ее голос отдалился. Последним отблеском сознания Денис заставлял себя сконцентрироваться, не сдаваться. Нужно держать глаза открытыми. Нельзя спать. Помещение качнулось перед глазами. На миг показалось, что часть стены видится сквозь дымку. Он сощурил глаза, стараясь понять, почему же часть стены расплывается и двоится длинной, неширокой полосой. Затем полоса качнулась, сдвинулась, поползла и скрылась за кроватью старика. «Там!» – простонал он, пытаясь поднять руку, но сил не было. В голове звенело, как сквозь вату он услышал Ингин шепот. «Доброй ночи, братишка. Поправляйся. Завтра прибегу». Ее шаги отдалялись, хлопнула дверь, все стихло, и тогда совсем рядом будто бы пошел дождь. Из отчета о ситуации номер 749-1. Командир мобильной оперативной группы, в дальнейшем МОГ. Прошу обратить особое внимание на данную ситуацию. Из-за халатного отношения к своим обязанностям и нарушения условий содержания объекта 749 двум особям удалось выбраться из хранилища на заводе данные удалены. Данные особи проникли в город, данные удалены. Охраны предприятия о побеге было доложено только спустя неделю, что подчеркивает халатное отношение к своим обязанностям сотрудниками охранного комплекса завода. За прошедшее время особи 749 свили гнездо и начали охоту на людей, дождливое лето способствовало этому. Особи 749 охотились, соблюдая предосторожности, свойственные своему виду, тщательно маскируясь среди городской застройки и нападая на слабых либо беспомощных людей. Особи 749, имитируя звук дождя, подкрадывались к спящим жертвам и поедали их. Только в 2 случаях они оставили недоеденное тело и жидкости, и только эти случаи помогли нам понять ситуацию. Число жертв возросло до 18, прежде чем они привлекли наше внимание. После данного открытия потребовалось еще некоторое время, чтобы выйти на их след и оцепить периметр. В это время особи 749 проникли на территорию городской больницы, города, данные удалены, и убили 2 человек. Спящего мужчину в возрасте 79 лет и медицинскую работницу,
которая случайно уснула в подвале больницы на тюках белья. Прошу вас обратить особое внимание на этот случай, так как он мог рассекретить структуру фонда, вызвать подозрения среди гражданских лиц и поставить под угрозу секретность организации. Советую реорганизовать охранную структуру завода, данные удалены, перевести ответственных за ситуацию сотрудников класса вольнонаемный в статус служащие класс D, чтобы в дальнейшем использовать на особых работах фонда. Также необходимо присмотреться к бывшему пациенту хирургического отделения Кравцову Денису Витальевичу, который находился в медикаментозном сне, был без сознания в момент нападения на его соседа, жертвы номер 1. Но по словам медперсонала, его слова перед погружением в сон содержали сведения о неких прозрачных опасных объектах. На данный момент Кравцов ДВ находится в психиатрической клинике, где получает лечение. По словам медработников, Кравцов нестабилен, бредит и высказывает шизофренические идеи. Начальник мобильной оперативной группы, уровень допуска 2, класс С, личный номер, данные удалены.